Друзья, всем привет! Вы на канале Big Trip Vlog. А в этом выпуске мы вам покажем археологический комплекс и, конечно же, другие достопримечательности Коба. Из Тулума на нашей машине мы доехали до города Коба. Сразу же видим у отеля красивые фрески. Не знаю, как это правильно называется, но посмотрите, как они сделаны, интересно. Также отель украшают различные кактусы. Там, по всей видимости, еще достраивается территория. И первое, что я вижу, что также здесь можно купить сувениры из камня. Видимо, как-то отель этим специально занимается. И если мы пройдем сразу на ресепшн, то это тоже сразу кидается в глаза, потому что у них очень много именно сделанных картин из камня. Посмотрите, вот дерево, например, очень красивое. Здесь все сделано из камня. Еще одна красивая картина, тоже полностью выполненная из камня. Нас быстро зарегистрировали, потому что мы предупредили о том, что мы приедем в это время. Тоже интересный ловец снов. И посмотрите, лагуны, которые находятся в этом городе. Здесь находится ресторанчик. Можно заказать здесь еду. Здесь ресепшн. Также есть красивые различные лежанки, где можно разместиться, отдыхать у бассейна. А еще, как оказалось, это не просто общественный душ и туалет, это принадлежит отдельным комнатам. Вот это, например, наш душ. Сейчас я вам тогда его сразу и покажу. Очень необычный. Есть и горячая, и холодная вода, также есть кондиционер, есть шампунь. Это личные наши полотенчики. И рядышком здесь же есть туалет. Я, правда, так не разобралась, как он открывается. Ага, разобралась. Вот чистенький туалет. Раковина, зеркало и просторный. И он только наш. И также у других комнат. Гамак, бассейн. Уютная территория. А вот такое растение я вообще вижу впервые. То ли кактус, то ли цветок. Таких больших кашпо я еще не видела, в которых растут целые пальмы. Здесь есть лежачки, в которых можно разместиться, отдыхать, загорать, особенно в дневное время. Со времен Тулума мы заметили, что многие владельцы отелей делают гамаки именно над бассейном. То есть полежал, позагорал и сразу окунулся в бассейн. Территория отеля небольшая, здесь всего несколько комнат. И сейчас я вам покажу нашу комнату. Для этого нам нужно подняться по этой красивой лестнице. Перед тем, как показать нашу комнату, еще отмечу одно место, где можно расположиться, отдохнуть, подышать свежим воздухом, либо перекусить. Здесь есть столик и 2 стульчика. Если вас удивила территория нашего отеля, то номер вас удивит еще больше. Давайте пройдем внутрь и посмотрим. Во-первых, хочу отметить огромнейшую кровать в этой просторной комнате. Матрас очень удобный, так и хочется уже полежать и немножко отдохнуть с дороги.
Номер весь выполнен из дерева. Также, если можно отметить, что он весь в сетке, то есть и у нас на потолке сетка от насекомых, и сбоку у нас сетка. Очень красиво он декорирован, наш номер. Смотрите, какая огромная лампа, светящаяся, как будто бы она сделана из лунного камня. А еще посмотрите, какая интересная подставка, тоже выполнена из камня. Она очень тяжелая, но красиво украшает эту комнату. Также есть кушетка, где можно расположиться, отдохнуть. Есть косметический столик, зеркало интересное. Также есть небольшой шкаф, точнее место для хранения вещей. Вот, поэтому будем здесь отдыхать. Для нас это вообще впервые такой опыт, когда мы останавливаемся конкретно в таком отеле, который полностью выполнен из дерева. Немножко отдохнули в отеле и сейчас пришли на ужин в уютный ресторанчик, который называется Эль Гато. В переводе с испанского обозначает «очаровательно». Действительно комфортно. Ресторан специализируется на майянской кухне. И, оказывается, хозяин сам из рода народов майя. Поэтому он порекомендовал нам лично, какие блюда лучше выбрать, и нам уже принесли закусочку. Значит, что у нас есть в закуске? Это чипсы начос и закуска из тыквы. Прямо сейчас мы с вами ее и попробуем. Ой, накапала, ну, как обычно я. Интересно. Это, знаете, это сочетание тыквы с сальсой, но при этом это немного похоже на рататуй. Очень вкусно. Значит так, ребята, у нас на ужин два типичных блюда для майянцев. Здесь у нас фахитос, сальса из помидор, рис красным цветом. Мы спросили, почему красный рис. Оказывается, это потому, что его варят с томатным соком. Также соус, лайм. Здесь у нас очень острый соус, называется как кабанера, да? Ну, какой-то кабанера, да. Что-то типа того. Ну, нам сказали быть очень осторожным, мы обязательно попробуем. Так, у Кирилла здесь жареная свинина в каком-то необычном местном маринаде, лучок, сосиска тоже, ну, они называют их чуризо, тоже из свинины, тоже сальса, но уже другого вида, и также красный рис. Ну и, конечно же, какие местные блюда без лепешек тортилья. Теперь давайте это все пробовать, друзья. Берем лепешечку тортилья. Ой, она горяченькая. Ты закрывай, чтобы они не остыли. Тут пар наш выходит. Ага, я тоже Ну, попробую. правда, горячая. Ничего себе. Так, едим по-мексикански. То есть кладем себе немножко свининки. Дальше добавляем немножко местного соуса. Ну, это такая, знаете, как заправочка. Когда этого мы ели с Тыквой. С тыквой, да, то здесь просто как овощ, как наше лечо. Вот, тоже кладем, значит, сюда. Мы иногда сейчас забываем слова русские, потому что постоянно разговариваем то на испанском, то на английском, Так, то на всех языках. Красного мексиканского риса, приготовленного с томатами. Так. А острый соус сразу будешь пробовать или потом? Да. Сейчас дойдем до него, дойдем. Так, здесь немножко такой соус, насколько я понимаю, с бобовыми. Ну-ка. Ага. Да, бобовый соус такой. Но фасоль нет, но она как бы размельчена, получается вот такой соусик. Так, давайте еще колбаску, вот, наверное, сразу это, немножко сардельчику, да? Так, вот так вот. Сложно будет. Мне кажется, кое-кто проголодался. Придется порезать. Сейчас, секунду. Ну, давай. Берем. Мы тебя ждем. Вот. Пока Кирилл разрезает себе сосиску, хочу отметить, что в ресторанчик приходят даже не только туристы, но еще и местные. Да, мы сюда пришли первые, примерно в 8 часов вечера. И после нас где-то через полчаса, через час стали подходить люди. Мы даже удивились. Так, колбаска уже здесь. И теперь вот этот вот соус с зеленой массой, говорят, очень острый. Ну, мы сразу целую ложечку запекем. Почему нет? Ну ничего, Кирилл у нас немножко здесь приболел, поэтому сейчас он быстро... Да, немножко соплей, как бы, но это все дело лечится. Как раз, я думаю, кабаньера все это вылечит. Ну, вот так вот, друзья. One, two, three. Ну, выглядит, конечно, да и пахнет, я вам скажу. Ох, аппетитно. Острый соус бомба. Я его прям почувствовал на себе. Он не жжет, а именно придает такую приятную остроту. Ну и все внутренности, то, что внутри. Ингредиенты. И свининка мягкая. И сосиска великолепная.
И вот это вот отдельно лечо. Тоже вкусно. И рис рассыпчатый. Друзья, великолепное местечко, оставим на него ссылку обязательно в описании. С удовольствием мы провели этот вечер, конечно, в прекрасном, милом ресторанчике. Наверное, самые пока демократичные цены мы здесь увидели. 165 и 170 песо стоили наши основные блюда. Это удивительно, потому что в Канкуне, там в Тулуме блюда по 500, по 600, а здесь прям дешево практически. Поэтому, если будете в Кобе, обязательно сюда заходите, оставим ссылочку в описании, друзья. Ну а с вами не прощаемся, увидимся завтра и продолжим путешествие по прекрасному городу Коба. У нас новый день, и я сегодня решила пойти на пирамиду. Кирилл решил остаться в отеле, немножко отдохнуть, перенести наш материал, скопировать его, в общем, заняться всей сортировкой. Поэтому на пирамиде вы проведете день вместе со мной. У входа я заплатила 105 песо. Это вместе с комиссией получается всего цена 100, по карте 105. И сейчас нужно будет заплатить за еще один вход. У них всегда разные везде оплаты. Здесь стоят, скорее всего, гиды, но гид нам с вами не нужен. На втором входе еще купила билет на камеру 50 песо и еще 100 песо за вход. Поэтому все билетики куплены. Сразу же сказали про камеру, предупредили, поэтому я не стала ничего думать. Может быть, и можно было как-то пронести, вряд ли кто-то там особо смотрит, вряд ли особо кто-то проверяет. Но мне проще, наверное, заплатить сейчас 50 песо, если бы цена еще была другая, но так нормально. В итоге все это вместе обошлось 255 песо с человека. Так, теперь смотрим на карту. Значит, у нас здесь вход, и здесь начинаются первые пирамиды. Затем вот здесь еще у нас пирамида везде. При входе сразу же встречают пирамиды группы Коба, в честь этого города названные. Вы смотрите, как красиво падает здесь солнышко. Очень многие берут гидов, они здесь повсюду предлагают свои услуги. Вот здесь вот можно взять в аренду велосипеды. Сейчас мы узнаем, сколько это стоит, но я отправлюсь пешком. В целом я была готова к тому, чтобы сегодня очень много ходить. И даже соскучилась по ходьбе, потому что мы в последнее время передвигаемся на машине. Сейчас мы узнаем, сколько стоит аренда велосипедов. Трицикл такси стоит 250 песо, а чтобы взять в аренду велосипед на 1 час и 20 минут, это 100 песо. Мы с вами пойдем пешком. Говорят, что нужно будет идти по джунгли. Я себе даже взяла аудиокнигу, поэтому буду слушать ее и идти по джунглям. Сейчас еще гуляю по пирамидам группы Коба. Здесь везде таблички, что нельзя летать на дроне. Как красиво все-таки лучи света падают. Это здорово приходить к достопримечательности рано утром. Еще нет 9 часов утра. Кстати, очереди не было совсем. Ой, какая большая. Кстати, раньше можно было подниматься на эти пирамиды, но сейчас этого делать нельзя. Но интересно. Такая, знаете, полуразрушенная. Более правильно назвать эти пирамиды храмом. Сейчас мы видим пирамиду, которая встречает в первую очередь, когда входишь в этот археологический комплекс. Но эта пирамида не является самой большой, точнее, этот храм не является самым большим. Его высота составляет 20 метров, а самый большой храм находится в 2,5 километрах отсюда. Поэтому многие берут как раз-таки велосипеды в аренду. Я удивлена, потому что я думала, что нельзя будет совсем ходить по храму, но есть некоторые места, где можно подняться, потрогать некоторые постройки, ощутить их энергию. Какой интересный туннель, по которому можно прогуляться. Необходимо нагибаться, чтобы не повредить себе голову. И вот здесь можно еще немножко подняться, посмотреть поближе.
Еще я узнала информацию, что ту пирамиду, на которой мы с вами сейчас любовались, из группы Коба, она является не отреставрированной. И на нее можно посмотреть в том виде, в котором она была сделана, то есть в первозданном виде. И что примечательно еще, на нее забираться нельзя было вообще никогда, не только по новым правилам, а вообще никогда, потому что она покрыта эрозией. А еще от гида, который проходил мимо, узнала, что правильно говорить не Коба, а вообще Кобха. То есть у них читалась вот эта вот глухая буква Х, поэтому они говорили Кобха. И давайте сейчас еще раз по карте посмотрим. Вот мы с вами прошли сейчас пирамиды группы Коба, или Кобха, как правильно мы узнали, произносится. И вот здесь вот пирамиды группы Нохочмуль. Вот здесь вот находится самая высокая пирамида с одноименным названием, и ее высота 42 метра. Здесь находятся еще пирамиды группы Маканхок, правильно произносится так. Посмотрим, дойдем ли мы до них или нет. Потому что самые значимые, это, конечно, группы Нохочмуль, и приходят сюда посмотреть в этот археологический комплекс именно на них. Дошла до следующей группы пирамид. Интересно выглядит. Особенно вот эти колонны. Как вы понимаете, этот храм менее посещаемый, потому что имел меньшее значение, чем его сосед. Правильно называется эта группа Лас Пинтурас. И главная достопримечательность этой группы – пирамида Конхунта Лас Пинтура. Сейчас мы смотрим на нее. Правда, солнышко светит ярко, и приходится снимать против света. Но вот так вот получше, может быть, видно. Когда-то этот монумент был полностью покрыт цветными фресками, а вот там, видите, соломенная кровля сверху, она предохраняет остатки оригинальной краски красного цвета. Все храмы были украшены фресками, но, к сожалению, до наших дней они не сохранились. Это все также я гуляю по группе Пинтурас. То есть эти храмы, они расположены поодаль друг от друга. И в одной группе может быть несколько храмов, и от одного до другого нужно пройти метров 100-200. От одной пирамиды до другой можно идти по джунглям. Погода прохладная, в тени деревьев. А еще примечательно, что иногда здесь пробегают животные коти. Мы показывали их в предыдущих выпусках. Не знаю, получится ли у меня их поймать, потому что они пробегают очень быстро. Ну, то есть поймать имеется в виду на камеру вам подснять. Иногда пробегают, птички тоже интересные поют. И вот здесь вот идешь и наслаждаешься природой. Примерно вот так. О, слышите, птички? Еще я читала, что в этих храмах очень много туристов, но когда идешь пешком, то не так сильно их и замечаешь, потому что они в основном едут либо на велосипедах, либо на этих трициклах такси и проезжают мимо меня очень быстро. Эти два храма используются для игры с мячом. Назывался Поктапок. Вот здесь вот кольцо мы видим. И здесь говорят, что сохранился череп того, как выглядели народы майя. Можно посмотреть на этот камень. Где-то говорят, что здесь бегает обезьянка. Вот видите, так ездят туристы на трицикле, и рядом с ними едет гид и рассказывает про самые интересные места в этих храмах. И все мы сейчас направляемся к главной группе храмов, которая здесь находится. Подошла к еще одной пирамиде, которая являлась астрономической обсерваторией. То есть это была не гробница, а с нее народы майя изучали звезды, космос. Говорят, что это был первый народ, который вообще был самый продвинутый во всех науках. И в астрономии, и в математике. Наконец-таки я дошла до храма Нохочмуль. В переводе означает «большой курган». Также этот храм известен как Великая пирамида.
Где-то пишут, что это первая по величине пирамида Майя, где-то пишут, что это вторая по высоте пирамида Майя, 42 метра. И говорят, что Эль-Кастильо в Чичен-Ице и пирамида Мага в Ишмале, они выше. Наверх ведут 120 ступенек. Да, учитывая высоту этой пирамиды, подниматься на нее было бы страшновато. Тем более, как видите, они неровные, эти ступеньки. И действительно, это достаточно опасно. В отличие от других храмов, которые находятся в этом комплексе, здесь была проведена реставрация, поэтому укладка выглядит достаточно ровной. Насладилась видами на пирамиду и сейчас отправляюсь к маленьким храмам, которые есть в комплексе, но они не менее интересны, потому что они окутаны джунглями, и мне интересно на это посмотреть. Я надеюсь, успею, потому что у нас 12 часов выезд из отеля. До этих храмов доходят не все туристы, потому что иногда в тур с гидом не всегда включены эти храмы, потому что время ограниченное, так как когда берешь трицикл, у тебя есть всего лишь 2 часа, когда ты берешь велосипед, у тебя всего лишь вообще час 20. В целом недалеко передвигаться друг от друга по этим храмам, потому что вообще общая территория, получается, составляет 2,5 километра. Получается, что до главного храма идти 1,5 километра, вот до этих маленьких храмов идти километр. Просто приходится возвращаться туда-обратно, так как у них разные разветвления. Дошли до группы храмов Макансок. Эти храмы выполнены в виде креста. Являются самой южной частью археологического комплекса. И, конечно же, привлекает туристов своими неприступными и впечатляющими сооружениями. Я читала, что остались совсем руины, но сейчас, прогуливаясь по этим храмам, создается впечатление, что совсем недавно была реставрация. И даже здесь можно немножко подняться. Завершила свой просмотр этих чудесных храмов. Хочу сказать, что в этом месте нужно обязательно побывать. Во-первых, территория большая, можно сходиться прогулкой, катанием на велосипеде, историей. Поэтому обязательно сюда приходите. Стоимость, тем более, она гораздо дешевле, чем пирамиды в Экбалам или Чичен-Ица. То есть цены здесь весьма доступные. Кстати, если вы хотите взять гида, то это будет стоить 1000 песо. Но это уже на ваше усмотрение, никто вам не навязывает их услуги. Да, они предлагают вначале, но дальше вы их видите только уже с группами. Вот, а я возвращаюсь, немножко опаздываю все-таки в отель. Буду спешить, бежать, чтобы собрать вещи, и мы с Кириллом поедем дальше. Как обычно, на выходе продаются различные сувениры, но, к сожалению, у меня уже нет времени стоять и смотреть себе что-то. Небольшая очередь. Когда я заходила, очереди вообще не было. Если вы приезжаете на машине, то приходится оплачивать еще дополнительно парковку. Сейчас мы выезжаем из нашего эко-хауса. На самом деле пребывание здесь было очень комфортное, всего лишь одна ночь, но нам очень понравилось. Действительно, вот эко-отели должны выглядеть именно так. Должны быть сделаны из дерева, должна быть приятная атмосфера, все должно быть комфортно, все как и было в этом месте. А сейчас мы направляемся в Синод, который недалеко находится от города Коба, и направляемся мы на нашем автомобиле. На территории города Коба есть несколько синодов, они располагаются близко друг от друга, но мы выбрали один, потому что у нас не так много времени, хотим посетить лишь один. И мы расскажем вам о синоде, который называется Мультунха. Стоимость входа с человека, вот сейчас мы уже уточнили, 100 песо. Прежде чем спуститься в эту пещеру, в этот синод, необходимо принять душ. Всех направляют сначала, вот здесь есть раздевалочка, где можно принять душ, а потом уже спускаться в пещеру. Холодная вода? Да, водичка холодная.
весьма необычный сенот. Сейчас мы спускаемся будто вглубь огромного широкого колодца. Идем по винтовой лестнице деревянной. Ну, в принципе, удобно. Есть и перила, есть и фонари, которые подсвечивают вам дорогу. Не знаю, сколько мы будем спускаться таким образом. Надо сказать, конечно же, мы были во многих пещерах, но не было такой хорошо оборудованной лестницы. Приходишь сюда, а тут как будто бы целый бассейн, вода прозрачнейшая, и у нее очень красивый цвет воды. Да, спускались мы сюда буквально 2 минуты. Здесь огромная пещера. Смотрите, какая высокая, наверное, метров 30 высотой. В общем, местечко весьма любопытное, весьма любопытное. Сейчас буквально 2-3 человека помимо нас здесь находятся. И все пространство окружено водой. Вода, конечно же, прохладная, потому что мы находимся на глубине, но очень чистая, и еще в него иногда меня проплывают рыбки. Кстати, здесь также можно еще попрыгать, правда, высота совсем небольшая, всего лишь 1 метр. Зато глубина этого сенота более 17 метров. Да, Кирилл решил тоже спрыгнуть. Здесь на самом деле совсем не высоко. У-ху! Сейчас мы уже поднялись наверх, увидели информационный здесь небольшой плакат, который гласит, что спуск составлял 18 метров, максимальная глубина воды в сеноте 30 метров, но откуда мы прыгали тоже порядка 18. Да, очень здорово было, особенно, знаете, после того, как я погуляла по храмам, окунуться в водичку было великолепие. Да, и мне тоже было здорово, хоть я по храмам не гулял, но окунуться тоже прекрасно и попрыгать отсюда. Очень необычный сенот, который располагается на глубине в пещере, поэтому, друзья, если вам также понравился сегодняшний выпуск, понравился сенот, понравилась прогулка с Томочкой, понравилось наше эко-проживание. Не забудьте поставить свой лайк. И любые вопросы пишите в комментариях. Всем до новых встреч, всем пока! Скоро увидимся, друзья. Пока!